Катастрофа. Многие люди, так или иначе, допускают теоретическую возможность попасть в катастрофу. Но не все впускают такую возможность в слой своего мира. Есть люди, которые не смотрят сериалы, не интересуются новостями, их не трогают события, происходящие где-то и с кем-то. Они живут в своих слоях и являются приверженцами других маятников. Их не волнует, что где-то разбился самолет. Они слушают новости о таких событиях, равнодушно пережевывая ужин. Своих забот хватает. Индуцированному переходу больше подвержены те, кто интересуется, тревожится, волнуется по поводу катастроф, происходящих где-то с другими людьми. Если жизнь человека не очень насыщена заботами и переживаниями, он пытается восполнить этот дефицит, переключая внимание на события в чужих слоях. Такой человек регулярно читает желтую прессу, или смотрит сериалы, или ждет новых сообщений о катастрофах и стихийных бедствиях. Бульварная хроника и сериалы представляют активность мелких и безобидных маятников. Приверженность им всего лишь восполняет дефицит информации, эмоций и переживаний. А вот проявление интереса к деструктивным маятникам катастроф и стихийных бедствий несет в себе реальную угрозу. Они сильны и очень агрессивны. Частота мысленного излучения человека, обратившего внимание на подобные события, захватывается так же, как в случае с сериалами. Человек, заинтересовавшийся негативной информацией, всегда получит ее в избытке. Сначала он принимает безобидную роль стороннего наблюдателя. Он как бы сидит на трибуне и следит за футбольным матчем. Игра все больше захватывает его, и он становится активным болельщиком. Затем он спускается на поле и начинает бегать, не получая пока мяча. Постепенно и незаметно он все больше втягивается в игру и, наконец, получает мяч. Наблюдатель превратился в игрока, то есть в жертву катастрофы. А как же иначе? Ведь катастрофы стали частью жизни человека, он сам впустил их в свой слой, невольно принял судьбу жертвы и материализовал несчастный вариант. Конечно, он не хотел получить роль жертвы, но это не имеет значения. Роли распределяет маятник, если человек принял его игру. Поэтому если для многих других людей данное бедствие есть лишь роковое стечение обстоятельств, то для нашей жертвы это закономерный логический конец. Вероятность для нашего героя оказаться в нужном месте в нужное время уже выше средней. Если вы будете игнорировать толчки деструктивных маятников, то в катастрофу никогда не попадете. Скажем так, вероятность этого будет близка к нулю. Вы можете возразить, а как же люди гибнут тысячами во время катастроф или стихийных бедствий, они что, все вместе одновременно думают о катастрофах? Дело в том, что вы живете не одни в этом мире. Вас окружает масса людей, активно работающих на деструктивные маятники и излучающих энергию в спектре этих маятников. Никто не может идеально изолироваться от этого излучения. Поле излучения захватывает вас, и вы, сами того не осознавая, начинаете излучать на тех же частотах. Корни такого поведения идут из глубины веков, когда стадный инстинкт помогал избегать опасностей. Именно поэтому энергетическое поле индуцированного перехода нарастает лавинообразно и затягивает, подобно воронке. Задача состоит в том, чтобы находиться как можно дальше от центра воронки. Это означает не впускать в себя информацию о катастрофах и бедствиях, не интересоваться этим, не переживать, не обсуждать, в общем, пропускать мимо ушей. Обратите внимание, не уходить от информации, а не пускать ее в себя. Как известно из предыдущих глав, избегать встречи с маятником то же самое, что искать встречи с ним. Когда вы противитесь чему-либо, не желаете этого или выражаете неприязнь, вы тем самым активно излучаете энергию на частоте того, чего хотите избежать. Не пускать в себя означает игнорировать, не реагировать на негативную информацию, а внимание свое переключить на безобидные телепрограммы и книги. Если не реагировать не получается, тогда остается только надеяться на ангела-хранителя. Например, если вы боитесь летать на самолетах, не летайте. Если есть страх, значит в спектре вашего излучения есть частота, которая резонирует с линией жизни, на которой отмечена катастрофа в воздухе. Это вовсе не значит,
что вы непременно попадете на эту линию, но тем не менее вероятность есть. Если вы просто не думаете об опасности в самолете, нечего и бояться. Напротив, если вы испытываете несвойственное беспокойство перед полетом, разумно будет пропустить этот рейс. Если не летать вообще невозможно, тогда нужно научиться слышать шелест утренних звезд. Что это такое и как это делается, вы еще узнаете.